Знаете, что снимаю сейчас зарядки? Вот такой вот Asus ROG Ally, или Elli в простонародье ее прозвали. Это у нас полноценный компьютер, консоль на AMD Z1 Extreme. И это 4-нанометровый процессор, сейчас мы бросаем сюда зарядку, и это 4-нанометровый процессор на Zen 4 у нас микроархитектуре. Просто невероятная, классная штука, сказал бы я вам, но не совсем все так. Да, это консоль, да, это портативная консоль с 7-дюймовым вот таким вот экранчиком, с вот такой вот Asus Sync. И, знаете, вы мне сейчас скажете, есть же Steam Deck, но я выбрал Ally вот именно по... А знаете, почему Ally? Это, кстати, союзник с английского языка. Но я выбрал его по двум причинам. Я большой приверженец Asus ROG серии. У меня есть Asus ROG Phone, Asus ROG Router, Asus ROG Raptor, Asus ROG Strix ноутбук. И все, я большой приверженец. И вы знаете, я бы сказал, что это супер вещь, супер консоль, если бы не несколько каких-то вот мелких моментов, но которые я готов ему простить из-за его достаточно нормальной производительности. Хотя некоторые моменты, конечно же, есть. Мы должны делать честные обзоры. Кстати, вот такая вот у него подставочка в комплекте есть. Смотрите, какой прикол. Раз, поставил, оно у тебя стоит. Хотя я знаете, что использую? Короче, слушайте, нет, сейчас вам все расскажу, что я использую. В общем, это все на канале Технозон. Давайте, поехали. Заставка. Слушайте, ну начнем с разбора того, что есть у нас на бачках и вообще на самом Ally. Смотрите, какой он красивый. Видели? Вот это вот все. С таким переливом. Очень-очень классная тема. У нас 7-дюймовый экран. Конечно же, сенсорный. Ну, сейчас он у нас тускловат, потому что очень сильный свет. У меня автоматический режим работы стоит. Вы увидите потом это все более вживую, лучше вживую. У нас есть два вот таких вот стика с подсветкой Asus фирменной. Есть вот такой вот D-pad, как я его называю. Есть фирменные кнопочки, конечно же, X, Y, B, которые присущи всем игровым устройствам. R1, R2, L1, L2. И есть у нас M1, M2. Очень классное решение, как дополнительные кнопки. Здесь сразу проступает у нас вентиляционная система охлаждения, то есть у нас здесь выход именно горячего воздуха, и тут вот есть момент. Дело в том, что у меня не случалось такого, здесь у меня стояла, я вставил сюда microSD-карту, у меня проблем не было, сколько бы я ни играл, хотя люди жаловались, что отваливается, не могу подтвердить или опровергнуть такую информацию, но размещение microSD-карты возле системы охлаждения явно выглядит как не совсем удачный вариант. Есть у нас 3.5 выход для наушников, в принципе нормально, потому что здесь есть неплохой ЦАП и обеспечит хороший звук, есть регулировка громкости и кнопка включения-выключения. Смотрите, сзади у нас перфорация есть в виде вот этой эмблемы, и здесь вот захват у нас холодного воздуха, который выходит горячим отсюда. Есть у нас для док-станции очень интересный момент, то есть вы его можете подключать в док-станцию, и здесь, конечно же, Type-C у нас разъем. Есть у нас коробочка, ну в коробочке я мог бы показывать много чего, если бы там это чего-то было. Здесь у нас особо смотреть нечего. Смотрите. То есть там только зарядка, больше ничего. Сейчас зарядку мы еще отдельно посмотрим. Я запишу этот обзор. Мы сейчас посмотрим, что нам заявляется производитель. Я запишу этот обзор, именно запись с экрана. Это я сделаю благодаря вот такой вот приблуде. Знаете, что это такое? Это вот такая вот классная штука, я вам покажу сразу в обзоре. Смотрите, это переходник от GuliKit, он универсальный, подходит практически под все такие консоли, Steam Deck, Ally и тому подобное. Но я предпочитаю конкретно Ally, потому что он поддерживает сквозной Type-C сюда зарядочку. Он выводит на внешний HDMI, можно подключить LAN J45 сеточку. И есть у нас для мышки и клавиатуры еще и USB Type-3, USB Type-A 3.0, 3 порта. То есть мы можем фактически из него сделать полноценный комп, а он и есть полноценный комп на Винде 11. Ладно, слушайте, все очень красиво, все очень хорошо. В проходках вы много чего увидите, но давайте посмотрим, что нам заявляется сам производитель. Существует вообще две версии: RC71L NH001W и есть NH022W. Разница лишь в процессоре. Дело в том, что это у нас на экстриме.
конкретно версия, а есть еще на простом Z1. Дай, пожалуйста, зарядку, я просто покажу ребятам, какая там зарядка. И разница в том, что в простом Z1 у нас 6 ядер, 12 потоков и кэш 22 мегабайта до 4,9 ГГц, а в этом экстриме, я, кстати, советую брать конкретно экстрим, я не советую рассматривать какие-то другие варианты. Кстати, слушайте, знаете что, посмотрел на GuliKit и забыл сказать, я ссылку кинул в описании под видео на GuliKit, на вот этот вот переходник, он подходит для любых вот таких вот станций, и вот ссылку на Asus, на проверенных продавцов, где я покупал, тоже кинул в описании под видео. По зарядке, вот пока она ко мне в руки попала, это у нас... Блин, он описывает огромное количество разных моментов. Слушайте, разница, да? А в экстриме у нас 4 нанометра, тоже, только 8 ядер, 16 потоков, кэш 24 мегабайта до 5,1 ГГц. Вот это намного лучше. И видеокарта. В младшей версии AMD Radeon Graphics AMD RDNA 3 до 2,5 ГГц до 2,8 терафлопс. А вот что самое интересное, давай, тестер, да любой, давай мне. Включи ее, пожалуйста, на зарядку. А вот в старшей версии у нас AMD Radeon Graphics... Стой. Что-то тут меня чуть-чуть зацепило. Давай. А в старшей версии у нас AMD Radeon Graphics тоже RDNA 3, только у нас до 2,7 ГГц, до 8,6 терафлопс. То есть он конкретно намного у нас... мощнее, у нас там по ядрам больше. Сейчас мы посмотрим, что поддерживает зарядка. Мне просто стало интересно. Сейчас я протоколы посмотрю, какие тут есть. Ага, и он меня сбрасывает. Вообще пишет, знаете что? 65 Вт Power Delivery. И вот на проверке Power Delivery он уходит у меня в защиту. Вот этот вот зарядник. Но вот сделали они какой-то свой момент. Сейчас попробую другой какой-то тестер. У меня этих тестеров как собак нерезанных. Сейчас попробуем. Так, Power Delivery триггер. До 20 вольт 3,25 ампера. Да, 65 Вт Power Delivery 3. Мне интересно, мой Asus ROG смартфон, он будет заряжать в супер крутой, очень быстрой зарядке или нет? А вот и нифига. Вот это вот мне не нравится. Вот это мне не нравится. То есть, ладно, несовместимость этих зарядок, это же такое дело. Слушайте, экран у нас 7 дюймов, это фулка, IPS с покрытием цветового пространства sRGB на 100%. Дальше, покрыта она Gorilla Glass DXC. И плюс Gorilla Glass Victus, как-то они DXC, Victus, ну ладно. Сенсорный экран 10-тачевый, 120 Гц обновления, сейчас у нас отклик 7 миллисекунд и яркость 500 нит. Кстати, для маленького, еще поддерживает FreeSync Premium, для маленького устройства, это очень интересный момент. А слушайте, знаете, что прикольно? А если бы к нему eGPU подключить? Заработало бы? Не знаю. У нас 16 гигабайт LPDDR5 на плате 6400, двухканальная, и 512 гигабайт PCI-Express 4 NVMe M2 SSD 2230 типа размера. Ну, то, что у нас там с разъемов, это все понятно. Кнопка, у нас же есть еще, знаете что? У нас же есть еще, вот, кнопка меню, забыл сказать. Кнопка меню, кнопка Armoury Crate, вот кнопка меню. Как они их там поназывали? Кнопка центра, кнопка просмотра и кнопка центра управления. Вот как-то так. Вот прикольно сделали, конечно. Плюс еще ж у нас гироскоп есть. Прикольно, кстати. Слушайте, вот много чего. Технология Dolby Audio, Dolby Atmos, сертификация Hi-Res, Wi-Fi 6E, это 6 гигагерцовый. И вот насчет батареи. Добрались к батарее 40 ватт-часов. Честно вам скажу, для этого Элая это мало. Это мало, вам не хватит на пару часов очень интенсивной игры. По крайней мере, мне не хватало. Играл я в Horizon. Ну, при покупке вам еще Xbox Game Pass дадут. Слушайте, ну, давайте так. Я уже готов проходить его, делать обзорчик, а потом еще и с вами прорезюмируем. Но заранее скажу, что вещь-то получилась занятная, зачетная, хотя и с некоторыми своими особенностями, которые я готов ей простить. Потому что действительно прикольно все. В общем-то, переходим, обозреваем и делаем выводы. Ой-ой-ой, все-то мы включили. Начнем с технических характеристик. Кстати, сижу на нем через вот такую вот гарнитуру. Это GuliKit 7 в 1.
Вот такая вот штука. Ну, вы видите сейчас. Я вам не показываю просто, да, я пока показываю вам запись экрана. Слушайте, давайте начнем с CPU Z. Очень интересная тема. Почему? Потому что хочу посмотреть, что за процессор для меня. Вот знаете, позиционирование как полноценного компьютера говорит о том, что здесь должен быть крутой какой-то процессор. И здесь процессор действительно неплох. Как для консоли, для Full HD разрешения, это AMD Ryzen Z1 Extreme на Zen 4 с кодовым названием Zen 4 28-ваттный. Очень-очень энергоэффективный. На самом деле на сокете FP7 4-нанометровый. Кстати, 4-нанометровый с кэшем третьего уровня 16 мегабайт, 8 ядер, 16 потоков. Ну, материнская плата, мы тут мало чего поймем. На PCI-Express 4 единственное, что мы понимаем. И память у нас в 4-канальном режиме 32-битная DDR5. Чтобы вы понимали, DDR5, каждая планка, каждый, грубо говоря, чип памяти может работать в 2-канальном режиме по 32 бита. Слушайте, если говорить по бенчмаркам, ну, давайте забенчим этот проц, посмотрим на уровне, чего есть по этой базе. Кстати, интересное решение на самом-то деле. Для меня так вообще-то очень интересное. А ну давайте референсный Core i9. Слушайте, в одноядерном процессоре, в одноядерном тесте Core i9 13900K по одноядерному тесту обгоняет, ну так, я вам скажу ощутимо, но тоже, а ну подождите, Ryzen 9 7950X. Почти в одноядерном тесте приблизился. Так, а ну-ка, стоп. Core i5 14600K. Ну, тут все равно проигрывает. Ну, 8350 вообще проигрывает. Тут трудно как-то сравнить с чем-то. Ryzen 7 3700X в одноядерном проигрывает, в многоядерном примерно одинаково. Короче, вот как-то так, знаете, вот, ну, это в принципе неплохо. Прикиньте, для вот такой вот маленькой бздюхи у нас есть такого уровня проц. А вот по видеокарте, тоже, кстати, интересный вопрос у меня есть. Потому что здесь-то у нас стоит AMD Radeon Graphics, да, 4-нанометровая Phoenix. На DDR5 4 гига. В принципе, для фулки вполне в таком маленьком экране, в таком маленьком формате, может даже и пойдет. 128-битная шина на PCI-Express 4. Слушайте, ну посмотрим. И вот если уж мы так по тестам сразу начали, имеется в виду, сравнивать какую-то производительность, то в 3D Mark он набрал 2273 балла. Это немного. Это совсем немного для консоли. Я вам скажу так, есть как есть. Меня интересует по температурам. Максимальная температура, кстати, это 68 градусов пиковая была. В чем у нас тут, слушайте, ну 58. По температурам умеренно, все 63. Будем еще в процессе игры смотреть. С FPS-ами у нас здесь все смотрим. Слушайте, ну, я как бы ждал лучшего результата, но я так подразумеваю, мне не с чем сравнить просто. Мне не с чем сравнить в плане консолей. По температуре мы здесь видим 68 в пике было. 68-62. Здесь у нас охлаждение, да, есть такое прям вентиляционное отверстие, да, то есть вот они есть. И, в принципе, чуть меня раздражает, конечно, вот эта вентиляция возле возле microSD карты. Но если верить тесту, то в 1080p в Battlefield 5 будет 50 плюс FPS, в Apex Legends это будет 60 плюс FPS, в GTA 5 145 плюс FPS, RDR 2 30 плюс FPS и Fortnite будет 180 плюс FPS. Ну, проверим. А ну, слушайте, а что у нас там AIDA 64-то покажет у нас? Суммарная информация по компу. 8-ядерный Ryzen Z1 Extreme. У нас 4975 МГц. Radeon Graphics. Слушайте, ну... У нас Wi-Fi 6E адаптер MT7922. Кстати, неплохой адаптер. Очень неплохой. 6 ГГц до 1,5. Ну, сейчас тоже проверим это все действие. До 1,5 ГГц должен... Ой, до 1,5 гигабит должен тягать. И, конечно же, мы должны с вами стрессануть его немножко по тротлинг-тесту. Для того, чтобы понять... Давайте закроем вот это все дело. И посмотрим температуру, насколько у нас правдиво было заявление 3D Mark. Чуть-чуть подождем. Буквально, думаю, 10 минут-то хватит.
Да, стрессануть GPU у нас не получается, потому что выбрасывает он, просто не перестает обрабатывать, это все-таки встроенная графика, поэтому придется нам попробовать стрессануть его без GPU, ну есть как есть. Abnormal, тогда без GPU стартуем. Да, здесь пошло все хорошо, ждем. А вы знаете, я вот сижу, делаю, а вообще никуда не девается. То есть я как бы волен думать, что 3D Mark у нас не соврал. Я думаю, дальше делать смысла нет, потому что просто тупо делает прямой тест. Поэтому, ну, не будем на это тратить время. Уж очень хочется перейти к каким-то основным моментам. Кстати, вот этими геймпадами вы можете управлять полноценно мышкой, и у вас R1 и R2 выступают в качестве первой и второй кнопки мышки. Это очень удобно сделано, то есть вы абсолютно здесь не страдаете. Давайте попробуем сделать чуть меньше шрифт, потому что я тут немного перегнул, скажем так. И поставим масштаб 150%. По Crystal Disk Info у нас стоит Micron 2400, 512 гиг на PCI Express 4 X4 шине, NVMe Express 1.4. Стартанем ему тест и посмотрим на его быстродействие. Заодно увидим температурку этого всего действия. Ух ты, 65 градусов. Зато первые результаты впечатляют. 4285 мегабайт в секунду. Для вот такой вот маленькой бздюхи это очень-очень неплохо. А вот диск в 73 градуса это чуть-чуть пугает. Сейчас будем смотреть, что он будет выдавать, потом будем смотреть на результаты. Я думаю, нам в Armoury Crate надо задать ему небольшой, скажем так, момент того, что он у нас будет работать в режиме турбо. О, 67 градусов. Он, кстати, очень-очень тихий. Я вот практически его не слышу. Горячий воздух он выкидывает сзади. Короче, ждем конца теста. Ну, интересно. Кстати, производительный диск. Температура у нас сразу упала до 50. В принципе, я думаю, что в таком форм-факторе специалисты Asus знали, на что шли. Я не думаю, что тут будут проблемы с M2 NVMe, иначе бы уже был бы вой, наверное, в интернете стоял. Из последних тестов, которые я хотел бы, допустим, сделать, это можно еще тест сети. Стартуем на 5 ГГц на сейчас. Сейчас посмотрим, что у нас выдаст. 500, 600, 800, 900, больше гигабита по 5 гигагерцовому Wi-Fi. 1.5, а ну давай, 1.6. Да ладно, 1663 на загрузку. А ну давай. Очень-очень круто. На выгрузку почти гигабит. Будет сейчас у нас 800, но 856. Идеально. Конечно же, вы можете здесь смотреть и фильмы, допустим, в том же самом там в наушничках включить, потому что 3.5 наушники здесь прикольные. Мы можем сейчас включить какой-то мой ролик, который я сам снимал для тестов вот таких вот дел. Дикая река. Очень советую для проверочки. Ну, сейчас 4К сможет декодировать экран? Да ну, ребят, короче. Дропов нет, VP9 работает, 4К. Правда, на таком экранчике смотреть неудобно, но вывести на внешний экран вы через, допустим, тот же самый Thunderbolt очень запросто можете. То есть говорить о том, что здесь браузить, смотреть кино вообще не стоит. То есть вы сможете смотреть Netflix и всякую остальную чушь. Но это же штука для того, чтобы играть. У меня стоит Steam на текущий момент. Я, конечно же, начну именно с него. У меня в библиотеке я хочу протестировать всего пару игр. Объясню. Cyberpunk, GTA 5, Tomb Raider, мой любимый старый, и Horizon Zero Dawn. Этого будет более чем достаточно. Смотрите, у нас здесь вот этот вот геймпад определяется как X-Input контроллер. Давайте его, конечно же, тоже протестирую. Объясню для чего. Мне нужно понимать, есть ли у него мертвые зоны. Мертвые зоны мы можем определить по резким скачкам, допустим, смещения. То есть вы видите, давайте я вам мышкой сейчас... мышкой я не смогу показать, потому что он сейчас срабатывает как геймпад. То есть у нас на текущий момент я мертвых зон на этих геймпадах практически не вижу.
То есть у меня нет резких проскоков. Из того, что я пробую, левый и правый стик очень неплохо работают. То есть, знаете, как мертвая зона бывает там раз и резкий скачок на середину. Здесь все очень адекватно. Ну, сами кнопочки, конечно же, работают. А ну, пробуем вибрацию. Вибрация, да, есть. Да, у него вибрация работает. Ой, приятная такая, слушайте. Мягко, тут такие вибрики прикольные, слушайте, вообще класс. Ладно, с этим все понятно. У нас, кстати, включился. Ну, давайте закроем вот эти все дела. И так как я случайно включил еще и Armoury Crate, то, конечно же, посмотрим Armoury Crate. Armoury вообще классная тема. Это штука для управления игровыми возможностями того или иного устройства. Здесь у нас можно включать различные командный центр, можно включать различные режимы. У нас есть освещение, это управление аурой. Ух ты, XG Mobile, индикатор XG Mobile, настроечка, консоль, режим консоли, освещение. Здесь можно менять разные там радуги. Вау, сменились стики, слушайте, вообще класс. Но это вам все на проходочках покажем, как оно светится. Давайте назад. У нас есть Game Visual. Это у нас настройки экрана. Вы можете редактировать температуру. Можете включить Eye Care. Это у нас будет для глаз. И можем... Ух ты, смотрите, FPS режим это усиливает видимость в темных сценах. И, кстати, для любителей шутеров очень хорошо. Где-то кто-то в тени спрятался или там, знаете, темная сцена, очень неплохо. Теперь у нас есть режим работы. Это турбо, вручную, продуктивный, тихий и Windows. Это когда отдали на винду управление охладом. Вручную у нас здесь все очень просто. Мы можем с вами регулировать потребление процессора. Мы можем с вами выставлять различные варианты. Смотрите, сейчас я вам покажу, как это работает. В зависимости от загрузки. Сейчас мы снизим. То есть здесь мы можем с вами редактировать, вот, берем и редактируем в зависимости от температуры, скорость работы вентиляторов. Вот это вот, кстати, очень-очень прикольная тема. Статистика системы, энергосбережения, параметры графического процессора. Слушайте, а здесь у нас можно прям управлять. Калибровка. Левый триггер, гироскопы. У нас гироскопы, кстати, еще есть для игр, которые их поддерживают. Слушайте, все очень круто. Давайте мы, наверное, будем уже чего-то там тестировать. Очень интересно посмотреть на то количество FPS, которое выдает данная приставка. Ну или полноценный компьютер, как его там называют. Начинаем мы с самого простенького. С Horizon Zero Dawn. Кто знает, что это не самое простенькое, поэтому поехали. Так, друзья. Знаете, вот по звуку, если я уже запустил Horizon, то надо оценить по звуку. Сейчас 100% громкость. Ладно, давайте так, настройки. Скажу сразу, вот те, кто рассчитывает купить и играть на ультрах, то, ну нет, так не будет. Однозначно так не будет, потому что... Ой, уровень сложности низкий поставим, чтобы нас сейчас сразу не заколбасили. Потому что это не тот процессор, который мог бы, допустим, нам обеспечить, и не та видеокарта, которая могли бы нам обеспечить ультры. И я играл на этом деле на приоритете производительности. На предустановках на таких. Поэтому поехали, чуть-чуть посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, выглядит это примерно так. По FPS на текущий момент 42. Честно вам скажу, все, что выше 30, в принципе, играть можно. Звук можно было бы громче, хотя звук чистый, красивый, басистый, объемный. Он очень приятный. Сейчас попробуем, как целить нам будет. Сейчас добежим до каких-то роботов. Так. Слушайте, прям вообще ощущение такое, что я на PlayStation играю. Вот серьезно вам говорю. У меня ощущение, что я играю на плойке. Так. У нас тут падальщик. Ну давай мы сейчас с падальщиком разберемся. Надо калибровать стики. Куда ты побежал?
Слушайте, а прикольно. Видели? 40-45, короче, FPS. Да что у вас так дофига? Не знаю, кто не играл в Horizon, всем советую. Очень классная тема. Я проходил и первый, и второй Horizon. И сейчас играю в DLC, правда, на плойке, потому что на ПК еще нет. Но я думаю, что со временем портируют. Не портируют? Ну да, портируют, сделают. На тебя! Слушайте, 44-40 FPS в таких сценах. Сейчас нырнем под воду, посмотрим. Да, сейчас надо полечиться. Стойкое ощущение, что на плойке. Через гарнитуру можно подключить к большому экрану, через дополнительные какие-то гаджеты. Даже через обыкновенные югриновские переходники Type-C можно просто-напросто подключить к большому телевизору. По беспроводу не советую этого делать, потому что выглядит это будет ужасно, и задержка будет очень-очень плохая. Ну давай, сейчас смотри. Расколбасим бедняжку. Да, нормально целить. Иди сюда. На. Еще и боеприпасы закончились. Так, с Horizon все хорошо. 40-45. Но это я вам показал, что есть. Так, GTA 5. Давайте стартанем. А потом посмотрим, на каких настройках мы играли. Почему? Потому что у нас сейчас 95-90 FPS, достаточно с хорошим качеством графики. Давайте всех позбиваем к чертовой бабушке. Поехали дальше. Слушайте, симпатично ведь. В это можно играть, елки-палки. У меня большой экран рядышком, выглядит очень-очень приятно. Если бы я еще играл в этот GTA 5 нормально. Так, как тут назад? Ага, все, нашел. Поехали дальше. Куда мне там? В кого-то врезались. Поехали. Воу. Да ну, ребят, 81.79, да, провисает на больших локациях в динамических сценах. А в принципе это абсолютно играбельный вариант в GTA 5 на... Так, короче, куда ты? На Элли. То есть я не вижу тут препятствий. Вы сами видите, как это все выглядит. Да, мы проиграли, это все понятное дело, потому что нам нужно переходить уже к другой игре. Смотрите, в чем фишка. Идем сразу в настройки. Здесь мы видим, что у нас... наушники. Давайте мы переключим графика. Графику, я вам скажу сразу, хотя это и у нас конкурент с Элли, я выбрал Steam Deck, потому что именно на этом варианте она играет лучше всего. Потому что когда я выбираю, мы можем совсем, допустим, низкое выбрать. И вот давайте протестируем на Steam Deck. Запустим для Steam Deck на разных вариантах исполнения, сейчас попробуем. Так, 36... 35, 34, интересный момент. А в баре это очень тяжелый, еще на открытом воздухе у нас там в большой локации будет 37. 30 FPS играбельно, то есть ниже 30 уже будет ай-яй-яй, проблемка. 30 в принципе, и это не печка, это, допустим, не полноценный комп, да, там не огромный, 44, 50. Малой локации 46, 47, 44... 43, сейчас будет момент теста. Мы сейчас попробуем еще низкие просто поставить настройки, посмотреть, что у нас получится. Но графика очень даже неплоха. 40, 42, 40. Блин, вот сейчас большая локация, я за нее переживаю больше. 34, 32, скорее всего сейчас опустится ниже 30. А ну давай, ждем. 30... 32, 44, да нет. Ну сейчас посмотрим минимально, там в некоторых моментах переходов, возможно, минимальная. 38,86, минимум 7,96, максимум 96,64. Число кадров 2400. Слушайте, ну это очень даже неплохо. У нас получается 16 гигов оперативной памяти, и да, этого хватило.
Нормально, нормально. Ну, давайте сейчас попробуем поставить другой вариант. Ну, здесь играть нет смысла. Хорошо, что есть тесты, которые нам показывают, сколько FPS будет в игре. Так, давайте в настройки. И здесь мы попробуем заменить на низкое. Вот на низкие, да, там совсем низкие. И запустим тест. Смотрим, что получится. На низких 41, 42, 40, 39. Кстати, на низких даже меньше. То есть на настройках Steam Deck было больше у нас получается FPS. Вернее, было меньше FPS, чем здесь. Сейчас посмотрим, что получится. Но даже на низких, согласитесь, графика в Киберпанке выглядит очень даже неплохо. А ну-ка, ныряем сюда. Здесь у нас 49, 50, 51. Или вообще это, по-моему, Steam Deck'овые настройки. Сейчас ждем. Последнюю сейчас еще Лару Крофт игранем. И, в принципе, можно делать выводы. Я вам скажу, очень неплохая штука, очень прикольная. По автономности есть, конечно, у меня вопросы. По перегреву нет вопросов. Что самое интересное. Ну, давай, сколько ты у нас FPS там покажешь еще? 38, 43. Хорошо, что здесь есть настройки такого ранга. А ну давай. О, видели? На настройках Steam Deck FPS было больше. А здесь меньше у нас минимальных FPS, но меньше и максимальных FPS. То есть такие более средние, но без провалов. Вот так вот, видите, настройки разные, результаты тоже. Так. А вот что будет, если игра не совсем свежая? Хотя есть очень же много каких-то игр такого профиля, как Лара Крофт, да, там я играл в нее, в Tomb Raider, вернее, я играл, и тут на достаточно хороших настройках ты можешь получить хороший FPS. И, кстати, очень много, не обязательно играть в какие-то ААА-игры там, или АА-игры, как их там называют. Я, конечно, утрирую, смеюсь с этого дела, как их называют. Но здесь мы имеем стабильные 60 FPS. При этом это, скорее всего, у нас стоит вертикальная синхронизация. Давайте в графические опции пойдем. Refresh Rate поставим 120, двойной буфер. Так, скрин-эффекты. Давайте пойдем еще и в расширенную. Ну, у нас, смотрите, на каких настройках у нас стоит изначально это все дело. Сейчас мы здесь подвключим еще. Попробуем погонять. Текстуры поставим ультра. А вообще мы качество, нафига мы вот это мучаемся? Мы качество на ультра поставим. И будет у нас, скажем так, очень интересный момент. Применим. Какое все беленькое стало. И Лара повесилась на ультрах. А ну, она запустилась, нет? Она ее выкинула. Сейчас перезапустим. Давайте в опции зайдем. Refresh Rate 120 поставим сразу. Что-то она на ультрах решила нам показать, что даже на такой игре. И поставим ультимативное качество. Вот как-то так. Прямо отсюда настройки. Поставим веселые. Поехали. Посмотрим. Сыграем. Ух ты. Все равно быстренько. Сейчас посмотрим. В меню 64 FPS уже настораживает. Ну, блин. 52, 54 это на ультимейте. Это на ультимейте. На средних она выдает больше 60, чтобы вы понимали. То есть, ну, на ультимейте вообще смотрите, какое качество. Вот какие-то игры более-менее не новые, и в них поставить ультимативное качество, и по качеству будет намного интереснее, чем новые игрушки. Целить. Очень удобно целить, потому что очень прикольные джои. Иди сюда. Волчара, ты позорный. Где ты делся? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Волчок. Да, 60 FPS середнячковый результат такой. Иди сюда. Да иди ты. Как-то этот волк себя очень нехорошо ведет. На тебе. Давай выколупаем из тебя стрелу. И побежим, побегаем. 60... Ой, вы видели вот эти вот световые блики? Слушайте, красиво. Красиво вообще, да, заслуживает внимания эта консоль. Мне определенно нравится. Я думаю, что она многих, скажем так, покорит. Да, закрываем. Многих покорит.
но я готов уже пройти, прорезюмировать данную консоль. Все, выходим. В качестве выводов скажу, я действительно рекомендую, поиграл, все классно, все отлично, подходит для детей, даже для взрослых, таких как я, придурков, которые любят поиграть. В общем-то, вот такая штука. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.